Да-да-да-дам, да-дам! Сегодня открываю новый штат для себя и для вас. Называется он Идальго. В такие моменты чувствую себя игроком GTA. Знаете, когда миссии проходишь, открываются новые районы. Вот у меня также со штатами. Нашла каучсерфинг. Вот здесь, на каком-то из этих диванов я буду спать. И просто посмотрите, какой вид за окном. С ума сойти можно. А вот такой вид с крыши. Просто весь город. Ну что за красота? Я уже влюбилась в Пачуку. Я выиграла все бабки в них. Я не знаю, куда мы идем, но погода здесь отстой полный. Все это организовала моя каучсерферша Анаис. Анаис! Say hola! И у нас есть с собой пиво и пульки, поэтому я спокойно. Короче, мы приехали в волшебный городок Минераль-дель-Чико, но погода здесь вообще не волшебная, поэтому мы пришли пить мичеладо. Это пиво, смешанное со всеми вот этими соусами, солью и лаймом. Такие дела. Город Пачука расположен в центральной части Мексики, на высоте примерно 2400 метров над уровнем моря. Здесь нет перепадов температур, поэтому круглый год столбик термометра держится в районе 20 градусов по Цельсию. В переводе с языка индейцев название города означает «место, богатое серебром и золотом». Поднимаемся к монументу Кристо Рея. И эти двое, вот те вот, меня сейчас убьют. Потому что они думают, что это сложно. А еще начался дождь. Здесь, оказывается, еще можно внутрь монумента зайти. Но не сейчас, правда. Потому что сейчас это закрыто. А еще есть смотровая площадка, но она, конечно же, тоже закрыта. Вся Пачука, как на ладони. Едем на горячие источники, которые называются Крутас Толантонго. Добираемся автобусами, потому что я со своей каучсерфершей и ее парнем. Взяли два автобуса. Первый стоил 60 песо, второй 50. Дороговато, конечно, но надеюсь, оно того стоит. Крутас Толантонго расположен в очень гористой местности, поэтому по пути можно наслаждаться пейзажами невероятной красоты. Вот мы приехали, народу просто жесть. Сегодня еще и воскресенье. Купили билет входной, стоит 150 песо. Чтобы пойти дальше, мы должны обязательно сдать вещи вот в такой вот ящичек. А стоит он 80 песо, плюс 70 песо с депозит. На территории комплекса находится сложная система пещер и тоннелей, а также река, лежащая у подножия хребта, называемого Толантонго. Этот парной и расслабляющий рай привлек так много туристов, что государство разработало вокруг него комплекс, включающий отели, кемпинги, рестораны и даже внутренний транспорт. Вот там находится вход в пещеру. Чтобы зайти, надо промокнуть хорошенько. Ладно, здесь вода просто как щелей. Теперь я понимаю, почему нужно было сдавать вещи.
другой парк. И вход стоит 100 песос. Спасибо, не надо. До меня, кстати, еще дошло, почему так много народу. Сегодня не просто воскресенье, сегодня в Мексике День Отца. Наверное, все приехали отмечать сюда. Настало время покидать штат Идальго. Я возвращаюсь в штат Веракрус. Но только раньше я была на юге, теперь поеду на север. Купила напоследок традиционную еду из этого штата. В других штатах ее не найти. Называется пастас, но очень похоже на российские пирожки. Нет, я просто не понимаю, откуда берутся такие заботливые люди. Первый же автостоп, который я поймала, выезжая из Пачуки, отвез меня буквально насильно на автобусную станцию. И посадил на автобус до того города, куда мне надо. Естественно, заплатил тоже он. Я не перестану удивляться таким человеческим поступкам. Это просто... Какое сердце должно быть у людей? Название города Поса-Рико означает «богатый колодец» или «пруд». Оно произошло потому, что когда-то в городе существовал пруд, богатый рыбой. В отличие от большинства мексиканских городов, здесь нет старых зданий, поскольку город был построен относительно недавно, в 1951 году. Значительное место в Поса-Рике занимает нефтедобывающая промышленность. В связи с этим многие монументы и рисунки посвящены этой отрасли. Город Поса-Рико славится обилием нефти. И вот я впервые вижу, как ее добывают. Интересненько. Посмотрите, сколько нефти. Офигеть. Приехали к заброшенному мосту. Ох, как же я люблю такие штуки. Даже немножко стрёмненько тут идти как-то. Недалеко от Поса-Рики есть магический городок Папантла, который популярен благодаря своим воздушным танцорам, или, как их называют в Мексике, воладорес де Папантла. Они часто демонстрируют свое искусство на фестивалях, карнавалах, а также в курортных городах, таких как Плая-дель-Кармен и Пуэрто-Вальярта. Едем на море с моими хостами по каучсерфингу. Я очень рада, потому что не видела море уже, наверное, больше, чем 1,5 месяца. Салют, как говорит Зета. Вот оно, любимое мое. Я так скучала, так скучала. Это, конечно, не Карибское море, как в Канкуне, а всего лишь Мексиканский залив. Но для меня этого достаточно. Короче, здесь какие-то офигеть какие умные крабы. Вот там вот один бежит. Если я сейчас буду подходить, он сразу прячется. Хотя я очень далеко от него. Как он видит меня? Вот я не понимаю, кто все вот это вот оставляет. Что здесь, что в России. Вот как так можно вообще? Если вы такой человек, пожалуйста, задумайтесь и убирайте за собой мусор. Собирала я ракушки, значит, и смотрите, какое чудо. Вот это вот то, что посередине, это создано природой, не человеком. Я сначала вообще поверить не могла. Меня еле убедили. Ну красота же, а. А называется эта штучка морское печенье. Какие же все-таки красивые вещи может создавать природа. Берегите природу, ребята. В эфире рубрика «Смешные испанские словечки». По-испански «уэсос», по-русски сами знаете как. Сегодня просто какое-то невероятно идеальное совпадение со мной произошло. Выезжала я из города Поса-Рико, к вечеру планировала добраться в новый штат Тамаулипас, город Тампико. И по пути собиралась заехать в небольшой городишко под названием Тукспан, просто походить, погулять, посмотреть. В общем, поймала автостоп, и водителю, который меня подобрал, нужно было тоже сначала в Тукспан на несколько часов по работе, и потом в Тампико, потому что вообще живет он там. Мы договорились, что я буду гулять, он работать, и потом через несколько часов мы встретимся и вместе поедем в Тампико. Вещи все я оставила у него в машине, поэтому можно гулять налегке.
А еще он занимается серфингом и сказал, что я могу попробовать серфить вместе с ним. Это очень круто, потому что я реально давно мечтала и не знала, где и как попробовать. Может быть, это мой шанс. Надеюсь, что все получится. Сейчас расскажу прикол про пальмы. Я когда только приехала в Мексику, думала, интересно, а зачем стволы пальм заливают бетоном? А потом оказалось, что это не бетон, это реальная пальма. Глядите, сколько игуан греются на солнышке. А там крокодил. Просто вот в городе, это никакой не зоопарк. Здесь крокодил, здесь крокодил и здесь. В городе Тампико множество лагун, в которых водятся самые настоящие дикие крокодилы. С некоторых сторон лагуны ограждены забором, но далеко не везде. В первый же день, как я посетила город, мне рассказали, что несколько дней назад крокодил съел женщину. Приехали на пляж, такой он широкий здесь, очень классный, мне нравится. Сейчас будем серфить, но я не уверена, что у меня получится. Ребята, я попробовала серфинг, это просто так круто. Я всегда знала, что это моя тема. Ола. Эй! Такой важный. Эй! Эй! Остановитесь, пожалуйста, мистер. Тут еще и дельфины. Ну просто какой-то город-зоопарк. Я люблю Тампико. Toma, toma.